Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня довольно-таки большая редкость. Red Star. Бренд, который можно приобрести в том числе на AliExpress. Я уже вам парочку моделей их показывал. Короче, давайте смотреть, что у нас сегодня. Спасибо Анатолию, который уже довольно много часов разных давал для канала. Я их показывал. И сегодня вот такая вот редкость Red Star. Можно сказать, микробренд, который делает часы в стилистике Seagull и на механизмах Seagull. Но, понятное дело, это не именно конкретно с гигантской китайской фабрики Seagull. Давайте детально знакомиться с этими часами. И здесь, как вы видите, очень много чего интересного и сложного. Давайте подзаведем красотулечку. Ой, хороши. Ой, хороши, такие крупненькие, прям брутальные. Так, короче. Ой, хорошо. Значит, это Red Star Dual Time, то есть два времени. Traveler модель. Ну, Traveler, понятно, что путешественники любят такое. На механизме ST2545 от Seagull. Здесь механизм Seagull с огромным количеством усложнений. И в целом он выполнен в стилистике Seagull 1963. Ну, понятное дело, с такими уже своими дополнениями. Во-первых, конечно же, здесь функция GMT. Потому что, как вы видите, что здесь? Есть центральная секундная стрелка и два таких вот мини-субциферблата. Панда у нас получается. Здесь рот, да, панда, здесь два глаза. Один часовой пояс и второй часовой пояс. Какой хотите, делайте домашний, другой, где вы находитесь в командировке или в отпуске, или еще как-то. И вот такая интересная и, кстати говоря, очень наглядная индикация здесь в этой модели. Плюс у отметки 12 часов, конечно же, индикация запаса хода. Ретроградная, да, здесь у нас уже почти 0, и здесь вот 40 часов он показывает. И внизу еще у отметки 6 часов тоже ретроградная индикация, но уже, конечно же, даты. Вот такая дата мне нравится, знаете ли. И вообще, в целом, я когда первый раз посмотрел на эти часы, я подумал, ну вот швейцарцы за такие усложнения запросили бы просто космические деньги. А знаете, сколько стоит этот Red Star на AliExpress? 15-16 тысяч рублей. Даже без купонов. Здесь пауза, молчание и вздох. 316L корпус, пескоструй, 30 метров водозащита. Механизм, как уже говорил, Seagull ST2545 с огромным количеством усложнений. Он даже немножечко приятно отделан, поэтому на него приятненько посмотреть. И еще такой вот золотистый у нас здесь ротор. Дальше. Стекло слегка выпуклое, минеральное здесь, ремешок из телячьей кожи, есть люминофор на вот этих вот маленьких субциферблатах. Ну и давайте смотреть, что здесь есть еще. Крупная такая луковичная, слегка приплюснутая заводная головка. Большой достаточно корпус, он достаточно увесистый, высокий. Но сами понимаете, механизм с большим количеством усложнений, поэтому корпус маленьким быть не может. Ремешок без системы быстрой защиты. Ну, здесь у меня никаких вопросов нет. С учетом цены это вообще подарок, что здесь даже вообще есть ремешок, и он даже неплохой. Это не выдающийся ремешок, это не из тех вот, знаете, китайских ремешков, которые пошли в последние пару лет, которые действительно неплохие. Это ремешок такой, который вы несколько, может быть, месяцев или даже недель поносите, и потом захотите поставить что-либо более приличное. Тем более уж эта модель просит здесь что-то действительно качественное, потому что сделаны часы весьма и весьма приятно. Здесь есть еще одна кнопочка, которая у нас отвечает за дату, да, то есть дату подстроили ручкой там или специальным инструментом, неважно. И пошли дальше. Но мы с вами сначала все-таки посмотрим по размерам, потому что модель не самая маленькая. Здесь аж 45 миллиметров. Диаметр и высота тоже приличная, такая 15,2. Ну и по ремешку 22. От ушка до ушка тоже немало. Ушки длинные, такой еще 2010-х, да, в стиле 51,5.
Модель не самая молодая, она вышла где-то 6-7 лет назад, поэтому размеры соответствующие. Ну, опять же, я хочу сказать, что усложнение все-таки здесь требует размера. Мое запястье 18,5, как видите, ну, полностью, да, вот покрывают запястья эти часы, но зато, знаете, вот с читаемостью все, проблем нет. Даже вот эти небольшие субциферблаты видны отчетливо, дата видна очень приятно, да, хотя здесь вот вроде бы как мелкий достаточно шрифт, но нет, все хорошо читается. И индикация запаса хода тоже в порядке. Слушайте, а приятно сделано. Очень даже неплохо в плане считывания всех многочисленных показателей этих часов. Значит, по весу у нас получается 109 грамм. А сам корпус достаточно увесистый. Ну, понятно, что ремешок практически ничего не весит. Здесь очень интересная такая необычная система подстройки времени, то есть вы подстраиваете сразу, да, 2 часовых пояса, если ведете вниз. А если в обратную сторону, то у нас получается, что один субциферблат двигается, а второй уже стоит на месте. И таким образом можно подстроить одно и второй часовой пояс. Ну, допустим, вот нас такой интересует. В принципе, достаточно удобно и достаточно быстро. Ну и слушайте, я вот, честно говоря, такого не встречал. Напишите в комментариях, кто-либо такое еще делает, когда именно 2 субциферблата, на каждом есть свой часовой пояс. И это наглядно, и это достаточно удобно настраивать. По-моему, просто вау. Ну и что касается даты, то любым, да, хоть карандашом, хоть ручкой, хоть специальным устройством мы вот так можем легко и быстро эту самую дату переводить. Короче, удобно, наглядно и красиво. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошо это сделано. Циферблат здесь имеет достаточно хороший объем, потому что отдельно у нас идет секундная стрелочка, да, дальше у нас идет утопленные манежи и индикаторы запаса хода, и 2-часовых поясов, и даты. И здесь даже чувствуется вот такой небольшой, хотя они такой напечатаны все-таки, да, эти метки, но они напечатаны не прям уж совсем плоско. Все-таки какой-то объемчик в этих вот меточках секунды здесь и присутствует. Приятный корпус, такой с пескоструем, да, может немножко топорщится заводная головка, но в принципе к этому можно привыкнуть. И на задней крышке здесь только китайские иероглифы. Ну, модель явно для внутреннекитайского рынка, как мне кажется, и в целом они в этом плане не заморачивались. Нравится, там есть несколько версий, есть черная, но вот такая версия как раз кремовая плюс черные и такой разноцветный индикатор запаса хода мне нравится больше, потому что, ну, если уж такие яркие, сочные часы, GMT-шечка такая, да, то она должна быть вот такая. Как будто бы на тебя панда смотрит или какой-то робот, он улыбается, да, вот язык что-то у него торчит, здесь дата. Ну, по-моему, прикольно, слушайте, сделано так вот прям с душой эта модель. Так, ну фактурочка здесь есть, да, вот, и объемные цифры, как я и говорил, на секундной разметке и утопленные у нас индикаторы. Объемная звезда, 2 часовых пояса. Слушайте, очень приятно сделан циферблат. Особенно с учетом того, что цена этих часов, ну там, 180 примерно долларов, ну, это вообще глобально-то ни о чем. Что по итогам? Приятная, необычная, сложная и редкая модель. Если вот такой стиль вам подходит и такие размеры тоже будут окей на вашем запястье, почему бы и нет, почему бы и не попробовать. И визуализация и реализация GMT здесь просто на 5 с плюсом. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.